Доброго времени суток, дорогие мои дорогие. Знаете, есть такой японский дядька, Хирохико Араки зовут. Ну, знаете, тот, который любит пончики, имеет фетиш на мудаков, и также делает пончики из мудаков, и не только, но неважно. Он мангака, и его работы прославились за счет своей абсолютной bizarности. Как они назывались-то, господи? Да, все вопросы к мертвецам. Привет, меня зовут Газа. И если серьезно, то я была удивлена тем, что ваншоты Араки оказались для меня более bizarными, чем сама Жожа. Так что в этом ролике я хочу рассказать вам о ваншотах маэстро, порассуждать о причинах моего мнения и об основных клише в творчестве Араки, которые делают его истории такими bizarными. А перед началом ролика я предлагаю вам залететь в мое гнездышко на Бусти, где вы сможете найти ролики в раннем доступе, а также поучаствовать в голосовании, где вы сможете выбрать сюжет и персонажа, которого я нарисую. А также загляните в мою телегу, ведь туда я кладу анонсы новых видео и плейлисты подборки, будь то мемы или ремиксы пожиже, ну и не только. Итак, для начала позвольте познакомить вас с ваншотами, созданными Араки. И под ваншотами я имею в виду не единичный комикс, а другие работы Араки-сенсея, так что в них может быть больше, чем одна глава. Собственно, вот они, слева направо. Дольче и его хозяин, где кот спасается от своего хозяина. Осуждение и побег. Мужик пытается сбежать с места казни. Все вопросы к мертвецам. История про бытие Кири Йошикаги в качестве призрака. Ну и, конечно же, как говорил Кишиби Рохам, или как я люблю его называть, Кулстори Боб. Просто сборник веселых историй. Большая часть из этих работ имеет уникальный... Сударь! Да. Знакомьтесь, это мой попугай Сударь. Он будет участвовать активно в нашей беседе. Большая часть из них имеет уникальный сеттинг, не связанный с жижей. И, как по мне, это одна из причин, по которой работы показались мне более bizarными. Ведь за 7 частей истории, я, да и вы, наверное, привыкли, что все сражения происходят в рамках одной системы. Системы стендов или суперспособностей. Ну, первая, вторая часть, привет. И из-за этого битвы с героями становятся слегка предсказуемыми. Ты понимаешь, что вот этот персонаж имеет такую способность А, вот этот способность Б, и им нужно понять, какими силами обладает противник. На этом строится большинство боев. Но в ваншотах привычная формула отсутствует, а потому возникает некая интрига в форме повествования. Спойлер, Араки все так же придерживается формулы битвы между героями. И там также творится какая-то нереалистичная дичь. Но из-за того, что отсутствуют суперспособности типа стендов, которые сильно смягчали границы реалистичности, остальная дичь не казалась такой лютой дичью. Но стоило им пропасть, как дикая условность происходящего резко начала бросаться мне в глаза. Это ярче всего иллюстрируется в ваншоте Дольче и его хозяин, где, вдумайте, хозяин одел кота, фэшн-костюм с сапогами. Затем пытался его съесть. Хотя мог слопать кожаные сапоги, между прочим. Затем КТ залезает на мачту, в сапогах Харл и не падает. А потом с нихуя начинает говорить по-человечески. Только для того, чтобы выебнуться, прежде чем залезть хозяину в рот. А затем улететь на чаечке. И при этом он все еще оставался в костюме. Ну или другой герой, которого поместили в камеру, а она в свою очередь оказалась местом казни, и инструментом для ее исполнения служили вещи, которых там вообще не должно было быть и в помине. И Араки не дает этим приколам ни одного логического объяснения. Кот обладает способностью магнетизма, чтобы стоять на вертикальной поверхности с помощью 2 лап, да? Нет. Тюрьма, в которую посадили мужика, является какой-то особенной. Да черт побери, нет. Араки не дает ответа, он просто кладет огромный болт на реалистичность происходящего, давая волю своей фантазии. И из-за отсутствия правил и замены обычных вещей на какую-то лютую дичь, bizarность происходящего увеличивается в разы.
Окей. Рассматривая эти причины, я слегка слукавил, поскольку они в основном относятся именно к этим двум ваншотам. Тогда как в ситуации все вопросы к мертвецам и, как говорил Кишибе Рохан, подход более системный, поскольку в них есть проработанный сеттинг, который описывает правила мира. В принципе, вся манга про мертвеца занимается раскрытием нового сеттинга. Она рассказывает и про бытие неуспокоенной души, и про принципы, по которым существует мир призраков. И именно на эти новые условия и интересно смотреть, а также думать, какую новую деталь об этом мире нам раскроют в следующей главе. Жалко только, что манга закончилась на самом интересном месте. Видать, Араки забил. Да, если быть честной, сеттинг этой манги не был чем-то новым. Как в плане подачи правил, так и содержания. Вы можете посмотреть того же туалетного Ханаку или тетрадь дружбы Нацумэ. Правила мира и структура сюжета, получи задание на день и пиздуй, на день, получи задание на день и пиздуй, там примерно такие же. Манга же Араки цепляет еще кое-чем, но об этом чуть позже. В Cool Story от дяди Рохана же бизарность достигается за счет комбинации всех трех случаев. Первое. Необычность для обычного мира приколов, типа нового вида жуков или картины смерти, а также знакомые нам системы стендов и других популярных сеттингов, типа якаев. По сути, каждая история представляет из себя некий киндер-сюрприз, где ты сидишь, как зайчик на крыльце, и чешешь свои попытки угадать, что за покемон тебе попадется. Это птица, это был йокай, это отсылка на Джожу, а примет ли дядя Рома стенд в новой серии, стенд или еще что-то, потому что, как говорил Кишибе Рохан, история не ограничивается исключительно стендами. Плюсом в копилочку бизарности ваншотов, как говорил Кишибе Рохан, идут еще и минималистичные ставки от дяди Ромы в начале, где он показывает рафлянки и фокусы, связанные с историей, о которой он будет рассказывать в дальнейшем. И это разогревает интерес со стороны зрителей. С другой стороны, шос вставки от Рохана, что сам сеттинг не играет главную роль в бизар. Если судить в целом по палате, бизарность произведения Хараки строится на присущих автору клише. Давайте разберем их поподробнее. Вот они. Все истории всегда будут включать в себя элементы экшена, загадки и головоломки. Поскольку Араки часто ставит героев в необычные или экстремальные ситуации, где нужно решить головоломку, например, как открыть бутылку минералки, если ты кот, позвать Мишель из СВК, или как проникнуть в чужую квартиру, где деньги. В каждой истории герои окажутся в экстремальной ситуации, что всегда является выигрышным ходом, поскольку у героев появится очень понятная мотивация выжить. Даже если история будет иметь больше детективный характер, какая-то простая, вызванная экстремом мотивация там будет. Следующее из этого трио – это тайна. Тайна, которую придется разгадать героям и зрителю. Что будет на следующем задании для Киры? Почему девочка так странно выглядит и ведет себя и тому подобное. Причем на часть этих тайн ответы даны не будут, оставляя зрителя в недоуменном состоянии. Би-би-би-би-би. Второе клише, которое часто встречается у Араки, это мудаки в роли главных героев. Серьезно, у Араки фетиш какой-то на мудаков. И я думаю, неспроста. Поскольку за злодеями довольно интересно наблюдать. Да и сам по себе факт того, что протагонист не является хорошим, неплохо-то крушит все на носки шаблоны. Плюс, используя данные финт ушами, Араки проворачивает еще одну схемку. Американский горки. Смотрите, в чем соль. Он представляет нам негативного персонажа. Потом ставит его в экстремальную и довольно несправедливую ситуацию, где ему довольно-таки тяжело не сочувствовать. Затем, когда читатель проникся положением, Араки такой: ой, а он вообще-то мудак, винит свою жертву в убийстве и хочет сожрать кота. И после того, как мы это узнали, он буквально начинает пытать персонажа, из-за чего зритель вновь проникается сочувствием, ведь мало кто чувствует кайф от получения мучений. И вишенкой на этом коктейле выступает смекалка персонажа. Я когда читала, я часто ловила себя на мысли о том, что восхищаюсь тем, как ловко персонаж выкрутился из ситуации.
персонаж все еще при этом оставался мудаком. Ну и, конечно же, финальный штрих этой истории. Неоднозначный финал. Ты не знаешь, что случится с котом, который улетел на чаечке. Выжил он или его чайка скинула таки в конце концов. Ты видишь, что мужик из истории про бомжа как наступал на грабли в начале истории, так и продолжил наступать. Ты понимаешь, что несмотря на несчастное, на счастливое спасение девушки от проклятия, для остальных членов семьи оно никуда не делось, и никто особо не стремится его решать. Но при этом все эти концовки, как ни странно, приносят удовлетворение, проделывают определенный путь с его завершением, а мы, как зрители, получаем неожиданный финал и пищу для размышлений от серой морали и судьбе, куда ж без нее едешь позади. Блин, судьба в работах Хараки все равно, что сила любви в СВК. Что это хуйня? Что это хуйня? Надо будет как-нибудь про это писькануть. Ладно, в общем, возвращаясь к нашим баранам. Все эти клише и делают работы Араки такими уникальными. И ваншоты позволяют посмотреть на эти приемы свежим взглядом, чему я безмерно благодарна. Что ж, а на этом мое эссе подошло к концу. Надеюсь, вам понравилось. У меня к вам вопрос. Читали ли вы ваншоты от любителя пончиков? Какой вам понравился больше всего? Не пончик. Хотя можете про пончики тоже написать. Абакио, пишите Абакио, Хакёен или Бучелати. Кто ваш любимый пончик? Пишите в комменты вот это, ведь ваше мнение поможет в продвижении ролика и также мотивирует меня на новые идеи. А также подписывайтесь на мой канал, на Бусти и на Телеграм-канал. Всем спасибо за просмотр. И не забудьте поставить лайк, или они поставят вас. Удачи!